следующим событиям, которые произошли тоже не так давно, задавали тоже много вопросов по этому поводу, зачитаю в следующей редакции. История с катастрофой Боинга 737 МАКС-8, который в Эфиопии, и последовавший потом отказ по всему миру от эксплуатации американских самолетов. Это банальная торговая война или это противоходовочка против американских санкций? Или это момент нажатия спускового крючка для суперобвала перезакредитованного фондового рынка Уолл-стрит, соответственно, уничтожения американского могущества и государства? Удивительно выцепить действительно значимое событие, но при этом, что называется, все объяснения мимо цели. Все очень просто. Идет перенос центра концентрации управления. Евроатлантический блок в основном переносится на Китай. И перенос экономики Соединенных Штатов, он был осуществлен до этого в два этапа: на Корею и на Японию, что и обеспечило их феноменальный экономический успех. Вот. Но тем не менее за Соединенными Штатами еще закреплено достаточно много высокотехнологичных отраслей. Нельзя перестроить государство, если государство будет обладать компетенциями, пусть даже на трех низших приоритетах управления, но в высокотехнологичной сфере, которая соприкасается с компетенциями и обеспечена компетенциями на трех высших приоритетах обобщенных средств управления. Если Соединенные Штаты приговорены к переформатированию, соответственно, этому высокотехнологичные производства должны быть из страны выведены. И этот процесс шел все время. Он все время шел. Но нужно приступать к финальной стадии. Это можете посмотреть на истории Советского Союза. Там тоже подвели к кризису высокотехнологичные отрасли, но не в плане неокр. В плане научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ у нас были великолепные разработки, а в плане эксплуатационного введения, то есть то, с чем соприкасалось основное население. И что нужно теперь Соединенным Штатам? Соединенным Штатам нужно, вот смотрите, только что был скандал с Huawei. К чему вот этот весь скандал? Невозможно порвать связи вот просто так элиты китайской и элиты американской. Они перетекают друг друга и передают друг другу компетенции, которыми обладает то или иное государство, укрепляя друг друга. Но не понимают они, что пора уже отстраивать Соединенные Штаты. Значит, нужно ударить по самим носителям, по элите. И по ним ударили. И они на личностном конфликте эти связи начали рвать. Но нужно заставить экономику Соединенных Штатов функционировать в другом режиме. То есть перенести опытно-конструкторские работы в другую отрасль, в другую область, в другие страны. И работать экономике, работать высокотехнологичным отраслям в других странах. Что нужно сделать? Нужно создать проблему. И такая проблема была создана. Один самолет упал, Боинг. Мало ли, все, Америка очень сильна, подпиндосники во всем мире за американские интересы любую страну свою задушат. Второй самолет упал. И что началось с подачи глобального предиктора? Начался отказ от эксплуатации американских самолетов. Посеяно сомнение в надежности американской техники, а соответственно в способности Соединенных Штатов предоставлять качественный продукт
в области высокотехнологичных производств. Они теряют эти компетенции, автоматически теряют. И Соединенным Штатам и страновой элите нужно себя как-то сохранить. Но что делают подпиндосники во всех странах? Они за американские интересы готовы задушить ближнего своего. И у нас когда запретили полеты этих самолетов? А когда Боинг сказал уже подпиндосникам: вы дебилы, что вы делаете? Вы нас топите. Вы думаете, что вы нам услугу оказываете? Но вы нас топите. Поэтому запретить. И у нас Дмитрий Анатольевич, который из всех сил, но просто так за американские интересы бился, вынужден был все равно, и получив прямой приказ и сказать, что ты нарушаешь интересы американской страновой элиты, тебе нужно срочно выводить эти самолеты из эксплуатации, потому что им нужно сейчас взять паузу и определиться, как из этой ситуации-то выйти. А если третий самолет упадет? А он-то почему? Вот мы доверяем, все нормально, мы обеспечиваем. Страновики же не планируют прекращение, останавливать сборку этих самолетов. Не планируют, вот мы обеспечиваем. То есть он вообще не понимает, что делает. Но Медведев наступает в этом отношении на грабли. Причем на детские, и уже не первый раз. Хотел Дмитрий Анатольевич стать президентом России в 2012 году. И уж так он старался американцам удружить, что нашу космическую отрасль подвел под полную катастрофу. Не будет нашей космической отрасли, у американцев не будет космоса вообще. Но он им, американцам, услужит. Посмотрели на него и страновики, и глобальщики, и сказали: лучше с умным проиграть, чем с дураком выиграть. Вот этот копеечный выигрыш, который обеспечил Медведев, приведет к полной катастрофе. Поэтому лучше мы сейчас возьмем Путина, вернее не возьмем, а откроем ему дорогу к президентству, чем мы допустим до управления этого дурака, который работает, полностью оправдывает русскую пословицу: заставь дурака Богу молиться, лоб расшибет. И вот сейчас в стране по факту уже начались майданные мероприятия. И трепка Орешкина в Госдуме — это как раз один из элементов этого. Когда они, толкаясь друг к другу, показывали американскому хозяину: выбери меня, я буду главным. И Дмитрий Анатольевич один из самых активных, кто орет на каждом углу: я буду главным, я для вас что хотите сделаете. Грязная какая борьба это идет на Украине. Вы говорите, что это предвыборная кампания. Я согласен. Я признаю любого, кого назначат из Вашингтона. Я скажу, что это была предвыборная кампания. Пусть она грязная, потому что это патриотам в России надо сказать, что там грязная предвыборная. Я говорю, что это предвыборная кампания. Я признаю любого. Дальше. Самолеты все запрещают. А я прогнусь. Я американскому хозяину сапоги-то оближу. Он не понимает, что нужно было запретить. Он даже не посмотрел на Трампа. Пока из Боинга его не одернули, он не хотел. А в результате, что он показал американцам? С этим дебилом связываться? Даже страновики понимают, что нельзя с ним связываться. Потому что он лоб себе расшибет, он хозяина утопит в своем стремлении услужить американским интересам. Так вот, Боинг, все, что вот сейчас произошло с Боингом, это вопрос о том, как перебазировать высокотехнологичное производство и научно-исследовательские центры из Соединенных Штатов в центры концентрации управления. Поджать их через коммерческий интерес. Будут падать самолеты. В любом случае будут падать самолеты. Потому что у всех самолетов есть внешнее управление. И будут они падать. И падают каждый раз,
когда нужно кому-то показать, что он действует неправильно, и заставить его действовать в нужную сторону. И поэтому в Испании, из Испании летел самолет в Германию, закрылся летчик в кабине, врезался, и эти непонятно что ведут. Причем ведь какое улучшение? Улучшение, которое было введено вот в этих самолетах, оно ведет к чему? К тому, что летчики оказываются вообще недееспособными в плане управления самолета. Им компьютер не позволяет. А компьютер ли не позволяет им? А может быть внешнее управление, которое их ведет?